Как спасательство влияет на отношения в паре? Когда один из партнеров является спасателем, он, как правило, пытается полностью контролировать ситуацию. Особенно, когда возникают какие-то конфликты или стрессовые моменты. Например, если партнер переживает трудный период на работе, то его партнер-спасатель будет активно пытаться ему помочь. Он будет помогать ему советами, пытаться справиться с проблемой самостоятельно, не давая своему партнеру проявить инициативу. Это часто приводит к тому, что спасатель берет на себя всю инициативу в ситуации, а его партнер ощущает себя слабым и безвольным. То есть, по сути, в паре устанавливаются детско-родительские отношения. Спасатель – это родитель, который заботится о своем ребенке, но второй партнер, соответственно, безвольный инфантильный ребенок. Родитель берет на себя заботу о ребенке, и он вроде как пытается его вырастить, вроде как цель родителя – сделать ребенка самостоятельным. Но на самом деле такой родитель подсознательно очень боится того, что ребенок вырастет и оставит его. Потому что именно так происходит между родителями и детьми. Дети вырастают и покидают своих родителей. Ну так вот, партнер-родитель, с одной стороны, всячески говорит о том, что ему хочется видеть своего партнера зрелым, хочется видеть своего партнера инициативным, но подсознательно он очень этого боится. И он подает такие сигналы невербальные: не вырастай, я знаю, что ты вырастешь и бросишь меня, что ты меня предашь. И поэтому в таких парах циркулирует очень много вины, стыда и агрессии. А проблема тут в первую очередь в отсутствии четких границ партнеров. И если партнер-родитель таким образом чувствует себя ценным, то партнеру-ребенку приходится стать инфантильным, безвольным, ведь иначе эта пара просто не сможет существовать. Они как бы дополняют друг друга. И партнер-ребенок становится слабым и безответственным для того, чтобы сохранить союз, который иначе бы распался. В таких парах очень часто возникает проблема с эмоциональной близостью, потому что партнер-родитель, партнер-спасатель, он должен все время показывать свою силу. Он не может продемонстрировать свою уязвимость, свою слабость, потому что иначе он как бы дискредитирует себя в глазах партнера. Поэтому очень часто такой человек не открывается партнеру, не говорит о том, что его тревожит, не делится своими проблемами и переживаниями. Это приводит к тому, что в таких отношениях обычно отсутствует глубокая эмоциональная связь. В таких отношениях часто происходит потеря индивидуальности партнерами, потому что партнер-родитель как бы погружается полностью в интересы, в проблемы своего партнера и забывает о собственных. Он забывает о собственных нуждах, о собственных целях и желаниях. Таким образом, отношения становятся односторонними. Спасатель постоянно жертвует собой, он все время отдает, а партнеру ничего не остается, как брать для того, чтобы эти отношения функционировали. Он либо остается пассивным, либо начинает злоупотреблять вниманием и заботой партнера. Ну и, конечно, таким парам свойственна эмоциональная зависимость, потому что партнер-спасатель нуждается в своем партнере-ребенке для того, чтобы чувствовать собственную ценность. То есть его ценность, его идентичность зависит от того, насколько он полезен и насколько в нем нуждается партнер. Это создает своеобразный замкнутый круг. Спасатель чувствует себя нужным и ценным, но его эмоции зависят от того, как его партнер воспринимает эту помощь.